«Привет, ой». Может ли одно объятие, не пойманное камерой, раскрыть глубочайшие раны мировой звезды? И почему именно этот невидимый момент заставляет миллионы фанатов по всему миру плакать в тишине? Этот вопрос эхом отозвался в сердцах с того самого мгновения, как закончился прямой эфир Чингука. Причиной стало не то, что он сказал прямо, а то, на что у него не хватило слов, долгие паузы между фразами, отрешенный взгляд в его глазах за мгновение до того, как погас экран, и удивительный факт, раскрывшийся позже. Тэхён тайно был там и утешал Чингука после завершения эфира, вдали от камер, вдали от ликующих фанатов, но максимально близко к тому эмоциональному ядру, которое они никогда не выставляли на всеобщее обозрение. Что же именно произошло? Особенное взаимодействие. Почему этот момент считается отличным от тысяч предыдущих взаимодействий Тэхёна и Чингука? И почему многие фанаты называют этот случай одним из самых болезненных и человечных эпизодов в истории BTS? На первый взгляд, трансляция выглядела как обычный эфир. Чингук появился с легкой улыбкой, приветствуя фанатов голосом, который оставался мягким, профессиональным и почти безупречным. Но для тех, кто привык читать язык его тела, с первой секунды что-то казалось странным. Его взгляд не был таким ярким, как обычно, паузы между вдохами были длиннее, и временами он смотрел вниз дольше обычного, словно мучительно искал слова, которые едва мог найти. На легкие вопросы фанатов он отвечал вежливо. Но в его голосе была едва уловимая дрожь, которую невозможно было полностью скрыть. Это были не слезы и не гнев, а эмоциональное истощение, которое может быть только у человека, слишком долго несшего на себе непосильный груз. Как только лайв закончился, экран погас. Для публики история должна была закончиться на этом. Начало настоящей истории. Но именно в этот момент началась настоящая история. Спустя несколько часов начала медленно циркулировать информация. Не из официальных заявлений или пресс-конференций, а из тихих перешептываний персонала, из загадочных публикаций, которые вскоре удалялись, и из косвенных признаний, которые фанаты собирали по крупицам. Говорят, что Тэхён навестил Чингука сразу после окончания эфира. Никаких камер, никакой официальной документации, только присутствие лучшего друга, который понимает язык тишины лучше, чем кто-либо другой. Почему Тэхён? Этот вопрос возник мгновенно. Разве другие участники BTS не так же близки с Чингуком? Разве они все не поддерживают друг друга? Ответ, безусловно, да. Однако отношения Тэхёна и Чингука имеют иной эмоциональный пласт, сформированный еще в годы трейни и закаленный тем же давлением, тем же одиночеством и теми же великими мечтами. Они вместе росли в свете мировых прожекторов, но также научились вместе прятаться, когда мир становился слишком шумным. Когда Чингук молчит, Тэхён часто оказывается тем, кто наиболее чувствителен к малейшим изменениям в выражении его лица. Сила присутствия. Согласно источнику, близкому к ситуации, Тэхён пришел не с громкими словами или пространными советами. Он пришел с тишиной. Он сел рядом с Чингуком, позволяя ему дышать, позволяя ему почувствовать, что он не одинок. В мире развлечений, который требует безупречного эмоционального имиджа перед публикой, такое ненавязчивое присутствие становится чем-то редким и очень ценным. Чингука, известного как «Золотой центр», с его мощным и универсальным образом, в ту ночь не просили быть кем-то, кроме самого себя. Тот факт, что этот момент произошел в тишине, только усиливает его эмоциональное воздействие. Здесь нет имиджевых интересов, нет рекламной стратегии или заранее подготовленного сценария. Все было органично, по-человечески искренне и хрупко. Фанаты, которые в конечном итоге узнали об этой истории, отреагировали смесью эмоций, печали и облегчения. ARMY видит их подлинную связь, печалится, осознавая, какую тяжесть несет на себе Чингук, и чувствует облегчение, зная, что за кулисами он на самом деле не один. Уязвимость как сила. Чтобы понять, почему этот случай так сильно задевает, мы должны рассмотреть его в контексте последних событий в жизни Чингука. Давление статуса мировой иконы, бесконечные ожидания и требования всегда выглядеть идеально были частью его жизни с самого раннего возраста. Ранее Чингук несколько раз намекал на свою усталость, хотя и всегда облекал это в форму шутки или скромных фраз. Этот эфир, по мнению многих наблюдателей, стал моментом, когда в защитной стене появилась небольшая трещина.
Тэхён, с другой стороны, известен как личность с высокой эмоциональной чувствительностью. Он часто говорит об искусстве, чувствах и сложности человеческой натуры честно и поэтично. Когда он решил прийти без всякой огласки, это отразило его глубокое понимание того, в чем Чингук действительно нуждался в тот момент. Не в свете софитов, не в одобрении извне, а в безопасном пространстве, где можно позволить себе быть хрупким. Глобальный резонанс. Позже эта история переросла в глобальную дискуссию. Международные СМИ начали упоминать этот случай как пример солидарности, редко встречающийся в современной индустрии развлечений. Но интересно то, что от агентства не последовало никаких официальных разъяснений. Ни опровержений, ни подтверждений. Это молчание на самом деле считается косвенным признанием того, что история правдива. В строго управляемом мире поп-тишина часто говорит громче, чем пространные заявления. Для ЯРМУАЙ этот момент спровоцировал глубокие раздумья. Многие признавались, что плакали не только из сострадания к Чингуку, но и потому, что увидели в этой истории себя, усталость, скрытую за улыбкой, потребность в ком-то, кто просто будет рядом, не осуждая, и важность дружбы среди жизненных стрессов. Тэхён и Чингук в своем молчании, кажется, олицетворяют коллективный эмоциональный опыт целого поколения, выросшего под требованием всегда быть сильным. Некоторые аналитики поп-культуры назвали этот инцидент поворотным моментом в нарративе. Не из-за изменения направления карьеры BTS, а из-за более глубокого понимания публикой их человеческой стороны. На протяжении многих лет BTS хвалили за трудолюбие, дисциплину и выдающиеся достижения. Но история о том, как Тэхён тихо поддержал Чингука, добавляет новое измерение – уязвимость как сила и эмпатия как основа долгосрочного успеха. Искренность невидимого. Что делает эту историю еще более трогательной, так это тот факт, что мы, возможно, никогда не узнаем всех подробностей. Что Тэхён сказал Чингуку в ту ночь? Падали ли слезы? Было ли место легкому смеху посреди грусти? Все, что остается, это личное пространство, нетронутое публикой. И именно поэтому эта история так сильна. Она напоминает нам, что не все драгоценные моменты должны быть потреблены, записаны или опубликованы. Со временем продолжали появляться мелкие детали. Загадочный пост Тэхёна о Тинхуй, но теплой ночи. Улыбка Чингука при его следующем появлении, которая выглядела более спокойной. И их небольшие взаимодействия, которые теперь считываются фанатами с новым смыслом. Все это формирует целостный нарратив без необходимости в явных объяснениях. В конечном счете, эта новость не о том, кто кого утешал после эфира. Она о том, как два человека, которые волею судеб стали мировыми звездами, поддерживают друг друга в самый хрупкий момент. О том, как дружба может стать убежищем, когда мир кажется слишком тяжелым. И о том, как самые трогательные моменты часто происходят вдали от софитов, в тишине, которую понимают только двое. Плечо, на которое можно опереться. Заставит ли вас плакать эта реальная история? Для многих ответ очевиден. Не из-за излишней драматизации, а из-за эмоциональной честности, которую редко встретишь. И, возможно, за всеми вопросами и зацепками скрывается самое удивительное, простое осознание. Даже те, кто кажутся самыми могущественными, все равно нуждаются в плече, на которое можно опереться. И иногда это плечо приходит без голоса, без камеры, только с неоспоримой искренностью. Тишина, окутавшая это событие, на самом деле стала эхокамерой для более широких эмоций. После того, как новость о тайной поддержке Тэхёном Чингука распространилась, дискуссия среди фанатов изменила направление. Речь больше не идет только об обсуждении теорий, графиков или предстоящих проектов. Она затрагивает более глубокие слои – ментальное здоровье, бремя популярности и эмоциональную цену славы с раннего возраста. Многие ЯРМУАЙ начали пересматривать старые фрагменты, интервью и даже предыдущие эфиры, словно ища знаки, которые были упущены. В прошлых интервью Чингук смутно говорил о своем страхе разочаровать других. Он выражал это фразами, которые звучали легко, почти шутливо, но теперь они перечитываются совсем по-другому. Давление необходимости всегда быть лучшим, не совершать ошибок и всегда нести позитивную энергию постепенно начинает видеться как груз, который продолжает накапливаться. Взаимопонимание. Тот последний лайв, по мнению многих наблюдателей, стал моментом,
когда накопленное напряжение достигло критической точки, хотя это и не было высказано явно. Тэхён, который также проходит свой собственный эмоциональный путь, кажется, понимает это состояние без лишних объяснений. Он однажды говорил об одиночестве, которое наступает даже среди криков тысяч людей, о тихих ночах в гостиничном номере после грандиозного выступления. Их эмоциональная близость построена не просто на схожести ролей, а на пересечении жизненного опыта. Поэтому, когда Тэхён решает прийти тайно, это не импульсивный поступок, а реакция, рожденная глубокой эмпатией. Интересно, что индустрия развлечений редко оставляет место для подобных сюжетов. Эмоциональная поддержка часто упаковывается в формат, безопасный для общественного потребления, с выверенными словами и спланированным визуалом. Но эта история движется вне рамок этой схемы. Ни фото, ни клипов, ни цитат, только серия зацепок, которые собираются в единую историю теми, кто достаточно чувствителен, чтобы прочитать ее. Некомодифицированная близость. В этом контексте отсутствие визуальных доказательств является не слабостью, а силой самого нарратива. Со временем некоторые обозреватели поп-культуры назвали это событие примером некомодифицированной близости, формы отношений, которые не превращаются в продукт, не продаются и не выставляются на показ. В эпоху, когда почти любой аспект жизни знаменитости может стать контентом, выбор оставить этот момент личным – это само по себе заявление. Оно подтверждает границу между тем, что публике позволено видеть, и тем, что должно быть защищено. Эмоциональный отклик фанатов рос. На смену печали пришло глубокое чувство уважения. Многие заявили, что больше не требуют от Чонгука всегда улыбаться или выглядеть идеально. Появилось коллективное сознание того, что любить айдолов значит давать им пространство быть цельными людьми со своими слабостями и усталостью. В данном случае Тэхён не только утешает Чонгука, но и косвенно помогает изменить то, как фанаты воспринимают свои отношения с кумирами. Исцеление в тишине. Через несколько дней после инцидента Чонгук снова появился на публике. Никаких конкретных заявлений или разъяснений, но были едва заметные изменения, которые трудно игнорировать. Его улыбка выглядела спокойнее. Движения были более расслабленными, словно груз немного облегчили. Для некоторых эти изменения и стали ответом. Они увидели в этом доказательство того, что полученная поддержка, хоть и невидимая, действительно имела значение. Сам Тэхён остался последовательным в своем поведении. Ни один из постов напрямую не ссылается на Чонгука или этот случай, но в одной из бесед он упомянул о важности быть рядом с людьми, которые нам дороги, даже когда никто не смотрит. Эта фраза, хоть и звучала обыденно, была мгновенно связана фанатами с теми событиями. Снова никаких подтверждений, только эмоциональный резонанс, который кажется реальным. Эта история также вызвала более широкую дискуссию о динамике дружбы внутри больших групп, таких как BTS. За профессиональной структурой и плотным графиком скрывается сложная и глубокая сеть личных отношений. Тэхён и Чонгук – лишь один пример, который случайно оказался на поверхности. Но, скорее всего, было много подобных моментов, которые происходили, никогда не становясь известными публике. Это осознание заставило многих увидеть в BTS не просто сплоченный рабочий коллектив, а поддерживающее друг друга человеческое сообщество. Академический и человеческий взгляд. С более академической точки зрения это событие можно рассматривать как пример эмпатии в условиях высокого давления. Исследования ментального здоровья знаменитостей часто выделяют эмоциональную изоляцию как основной фактор риска. Наличие поддерживающей фигуры, которая понимает контекст и то же самое давление, оказывается значимым защитным фактором. Тэхён в данном случае играет роль близкого человека, способного оказать своевременную и точную эмоциональную поддержку. Что поддерживает жизнь в этой истории, так это манера, в которой она рассказана, без пустой погони за сенсациями, а через медленно растущие эмоции. Каждая маленькая зацепка становится деталью тщательно собранного пазла. Каждая интерпретация фанатов добавляет новые слои смысла. И посреди всего этого сохраняется суть истории, суть искренней заботы. Узнает ли публика когда-нибудь полные подробности той ночи? Скорее всего, нет. И, возможно, в этом нет необходимости, потому что сила этой истории не в деталях, а в универсальной ценности, которую она представляет, о том, как в то время, когда мир требует от нас оставаться сильными, одно тихое присутствие может стать спасением. О том,
как настоящая дружба часто проявляется в тишине. Вечные напоминания. С течением времени и появлением новых новостей история о том, как Тэхён тайно утешал Чингука, вероятно, станет одним из многих воспоминаний в долгом пути BTS. Но для тех, кто прочувствовал это эмоционально, она останется напоминанием. Напоминанием о том, что за светом софитов и ревом ликования есть тихое пространство, где могут падать слезы и где усталость может быть признана. И, пожалуй, это самый большой сюрприз из всех. Дело не в том факте, что Тэхён утешает Чингука, а в осознании того, что самые важные моменты часто не объявляются как горячие новости. Это пришло как нежный шепот между двумя друзьями, который затем отозвался во всем мире, тронул сердце миллионов людей и оставил один вопрос, который продолжает повторяться. Если даже им нужно плечо друг друга, чтобы выжить, разве мы все не имеем права поддерживать друг друга в тишине? Универсальная эмпатия. Этот вопрос повис в воздухе, так и не получив окончательного ответа. Именно потому, что ответ слишком близок опыту любого человека, который когда-либо чувствовал усталость, но не знал, на кого опереться. С тех пор, как эта история распространилась, многие фанаты осознали, что они не просто стали свидетелями эмоционального эпизода из жизни кумира, но и задумались о реальности, в которой живут сами. Это то, что заставляет эту новость жить дольше обычного цикла сенсаций. Она не заканчивается за один день, не тонет под следующим трендовым топиком. Напротив, она медленно оседает в душах, как маленькая рана, которую бережно вспоминают. Некоторые медиааналитики называют это феноменом смены фокуса аудитории. Если раньше публика была зациклена на достижениях, цифрах продаж и мировых рекордах, то теперь внимание переключилось на более тонкие аспекты. Внутреннее состояние, личные отношения и эмоциональная устойчивость звезды. Чингук, который годами позиционировался как символ безграничной энергии, внезапно предстал как человек, который может быть истощен, который может дрогнуть и которому нужно присутствие других, чтобы устоять на ногах. И именно в этой уязвимости его образ становится сильнее, реальнее и ближе. Тэхён невольно становится центром этого символа, не как героический спаситель и не как главный герой, крадущий шоу, а как фигура спутника, понимающего одну базовую вещь: не всякую боль нужно лечить словами. Новая зрелость. В культуре, которая часто требует быстрых решений и мгновенных реакций, выбор быть молчаливым и просто присутствовать часто недооценивается. Но в данном случае тишина становится самым красноречивым языком. Интересно наблюдать, как агентство и профессиональная среда реагируют на эту ситуацию. Нет попыток заставить замолчать этот нарратив, но нет и его чрезмерной эксплуатации. Как будто существует негласное соглашение о том, что этой истории позволено течь так, как она есть. Такое отношение для некоторых обозревателей сигнализирует о новой зрелости в управлении публичным имиджем, где человечность больше не воспринимается как угроза, а скорее как ценность, которая на самом деле укрепляет связь с аудиторией и онлайн-дискуссиями. Многие фанаты начали вспоминать старые высказывания об искусстве и печали, о том, как некомфортные чувства часто порождают самые честные работы. Они также вспомнили моменты, когда Чингук говорил о страхе перед будущим и о тревоге, приходящей по ночам. Все эти фрагменты, которые раньше стояли по отдельности, теперь кажутся связанными, образуя длинный рассказ о двух личностях, растущих под колоссальным давлением. Эта история выходит за рамки фандома. Мейнстримные СМИ начали упоминать об этом как о примере здоровых рабочих отношений в индустрии развлечений. Академики, исследующие популярную культуру, связывают это с концепцией эмоционального труда, при котором публичные фигуры работают не только физически и творчески, но и эмоционально, демонстрируя чувства, ожидаемые публикой. В этом контексте внутренняя поддержка, подобная той, что оказал Тэхён, становится важным механизмом предотвращения хронического выгорания. Истинный смысл. Но за всем этим анализом скрывается один эмоциональный слой, который невозможно объяснить теорией. Этот слой проявляется в личных историях фанатов, вдохновленных этим событием. Кто-то пишет, что наконец осмелился попросить о помощи после долгого времени сокрытия проблем. Кто-то говорит, что начал понимать важность присутствия рядом с друзьями, даже когда об этом не просят. Кто-то просто чувствует поддержку от осознания того, что их кумиры борются с теми же чувствами. С течением времени рассказ о той ночи перестал фокусироваться только на горе, переключившись на восстановление.
Чингук выглядит все более стабильным. Тэхён сохраняет свою спокойную манеру, и их взаимодействие, хоть и не изменились радикально, теперь воспринимаются с новой чуткостью. Каждый взгляд, каждая легкая улыбка, каждый момент вместе несут в себе более глубокий эмоциональный вес. Научилась ли публика чему-то из этой истории? Возможно, да. Возможно, не полностью. Но, по крайней мере, наступила короткая пауза, в которой мир перестал требовать и начал слушать. Пауза, в которой эмпатия заняла центральное место. И именно в этой паузе история о том, как Тэхён тайно утешал Чингука, обретает свой самый глубокий смысл. Тихая любовь. Потому что в конечном счете эта новость не о скандалах, не о конфликтах и не о пустых сенсациях. Это история о заботе, которую не выставляют на показ, о поддержке, которую не афишируют, и о любви в ее самой тихой форме. История, которая, возможно, никогда не предназначалась для публичного потребления, но когда она раскрывается, она напоминает нам о том, что мы часто забываем. За всеми ролями, которые мы играем, мы все еще человеческие существа, нуждающиеся друг в друге. И, пожалуй, именно поэтому эта история продолжает заставлять людей плакать даже спустя много дней. Не из-за большой трагедии, а из-за маленькой честности, которая кажется такой близкой, честности, которая шепчет тихо, но достаточно сильно, чтобы всколыхнуть сердце любого, кто ее услышит. Финальное размышление. В конце концов, когда все спекуляции начинают стихать и шум разговоров медленно затихает, от этой истории остаются не технические детали того, что произошло после эфира, а эмоциональное эхо, которое трудно развеять. Тайное утешение Тэхёном Чингука никогда не планировалось как исторический момент и не задумывалось как громкая новость, но именно поэтому оно так значимо. Оно приходит как безмолвное напоминание о том, что за ослепительным светом сцены стоят люди, которые все так же чувствуют усталость, сомнение и хрупкость. История замыкается сама на себе необычным образом, без официальных заявлений, без драматических подтверждений и без легко цитируемых кульминационных сцен. Финал — это теплое молчание, пространство, где эмпатия работает без необходимости быть объявленной. Чингук никогда не говорил, что он ломается, а Тэхён никогда не утверждал, что спас кого-то. Но публика чувствует нечто гораздо более честное, чем слова. Связь, которая держится не столько на свете прожекторов, сколько на присутствии. Для фанатов эта история, вероятно, запомнится не как сенсационная новость, а как момент рефлексии, размышления о том, что любить айдолов значит также уважать их границы, оставлять место для тишины и понимать, что сила не всегда выражается через широкую улыбку. Для индустрии развлечений это стало тонким намеком на то, что человечность — это не слабость, которую нужно скрывать, а фундамент, делающий возможным долгое и устойчивое развитие.